капитан. Добрый вечер, господин следователь. Советник Ванцетти у себя? Да. И вы тоже еще на работе? Что поделаешь? Прошу прощения, разрешите? Да. Это я, господин советник. Я думал, вы уже давно дома. Ведь сегодня именины вашей супруги. Это верно. Но супруга может подождать, а работы нет. Прошу подписать несколько ордеров на арест. Могли бы потерпеть и до понедельника. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Да, за время нашей совместной работы я успел ознакомиться с вашими принципами. Да, время идет. Надеюсь, вы мной довольны, хотя иногда не все удается осуществить. Вы и так делаете больше, чем должны. Да и с что большим вы. рвением. Стараюсь. Соблаговолите поставить подпись. Вы проверили все пункты обвинения? Да. А как же иначе? Спокойно подписывайте. Вот, например, Амброджо Форнари. Связи с мафией. Тройное место жительства. Италия, Швейцария, Америка. В прошлом торговец оружием и наркотиками. Уклонение от уплаты налогов. Свидетели обвинения. Бывшие бандиты. Джакомо Кармело, почти Сыч. И Итало Коммуна по кличке Зверь. Фламинио Панталоне, который родился 27.07.47 года. Да. Наемный убийца по прозвищу Мертвец. Убил 3 года назад банкира Морелли по заказу банкрота Джека Туриелла из Эмилии. Да. Да, кстати, надо бы еще арестовать святого отца Кубиски по прозвищу Добряк. Он вместе со своей сестрой замешан в переправке наркотиков. Ради бога, сестру его оставьте в покое. Надо будет провести дополнительное расследование. Как прикажете. Следующий в нашем списке. Джованни Андреа и Марта Костамилио, банкиры. Он президент, она распорядитель финансов фирмы «Янтарь». Ложное банкротство и тайный вывоз капиталов за границу. Крупные взятки одной ослиной башке. Выпрямитесь, пожалуйста. Вы меня щекочете, и кроме того, от ваших волос чем-то пахнет. У меня очень хороший шампунь. Так, ордер на арест инженера Серджо Бади, мэра города Миза в Ломбардии. Крупное мошенничество, хищение средств пансионата «Благословенная жизнь», вымогательство, выдача незаконных разрешений на постройку доходных домов и семейных склепов. Ордер на арест полковника Отсо Поджа. Использовал военные самолеты для проведения отпусков за границей с семьей и друзьями. Хранение оружия. Содействовал бегству за границу видных преступников. Обвиняется также в том, что участвовал в создании тайной организации, действовавшей в ущерб итальянским государственным интересам. В списках этой организации значатся видные лица из военных кругов, священники и представители высшего общества. В эфире новости. В связи со следствием по делу о крупных взятках, которое длится уже 3 года, сегодня во время массовой облавы арестовано 17 человек. Они присоединятся к тем представителям организованной преступности, что уже находятся в тюрьме в ожидании суда. Критические замечания в адрес следственных органов, которые публикуют все газеты, получили политический отклик. Как нам сообщили, свыше 100 лиц томятся в тюрьме и ждут решения своей участи. Они всего лишь подозреваются в совершении преступлений. Их вина еще не доказана. Но следствию не остается ничего другого, как продолжать жестокую борьбу, которой, как нам кажется, не видно конца. Веселый. Ты сегодня в ударе. А у меня хорошее настроение. Ты пригласил меня сюда, чтобы отпраздновать мой день рождения? Или у тебя были какие-то другие причины, профессиональные? О чем ты говоришь, дорогая? Об этой парочке. А, ты его узнала? Это же Пателларо, известный римский бюст с телевидения. Я просто терпеть не могу этого типа. А теперь, когда я вижу его в натуральную величину, он мне еще менее симпатичен. А на мой взгляд, он мужчина обаятельный. Ты не объективен, мой дорогой. А, да? Может, он тебе еще неприятнее от того, что ты видишь его в обществе этой красавицы? Ты считаешь ее красавицей? Да, пожалуй, не дурна. Не дурна. Она великолепна. Я думаю, что не только какой-то легкомысленный телекомментатор, но и умудренный жизнью исследователь не первой молодости мог бы потерять голову из-за такой девушки.
Бери выше, эта девица покорила одного министра. На следователях она не испытывает своих чар. Я вижу, ты знаешь о ней гораздо больше, чем может показаться. А ты, в свою очередь, дорогая моя, хочешь знать гораздо больше, чем я могу тебе сказать. Я все-таки твоя жена. Тогда ни слова. Он на нас посмотрел. Тогда, может, вернемся к нашему столу? Да, это превосходная идея. Спасибо, спасибо. Какой вы спасибо большое. Правда, теперь уже годы не те. Поздравляю моей жизни. Мое здоровье. Приветствую, Джованну. На Джованну. Послушай, Анибале, глядя на тебя, трудно поверить, что ты следователь. Мы привыкли к тому, что слово «следователь» ассоциируется с чем-то мрачным и зловещим. Ну, преступники не упрекают его в доброте. Правда, Анибале, я отдаю должное твоей широте взглядов. Не считаясь с условностями, ты пригласил нас в кабаре и танцуешь рок. Мой отец был председателем кассационного суда, и, как вы сами понимаете, не танцевал рок. О, Но добрый теперь вечер, времена изменились. Немного Привет, музыки и Амадео. ритмичные движения Виски? дают возможность Попросил, сохранить, да. так сказать, психологическое равновесие тяжело перегруженному человеку, от которого зависят судьбы стольких людей. Дайте мне аэропорт. Правильно, правильно. Это я, Паризи. Говорит Паризи. Говорит Паризи. Да, Паризи. У вас на стоянке мой личный самолет. Ваши виски, сеньор. Залейте полный бак. Мы сегодня ночью летим в Ниццу. Ладно, пока. Извините. Она пришла уже? Да, сеньорита Дель Монте уже здесь. Коррадо Паризи, вы арестованы. Они были с Армении. Коррадо, старина, 20 лет не виделись. Где ты пропадал столько лет? Черт знает где. И Южная Африка, и Европа, и Ближний Восток. Я его никогда не видела. У Анибаля столько А теперь знакомых. ты живешь в Риме? Нет, только приезжаю к маме. Кстати, как она поживает? Ну, хорошо, а ты ее помнишь? Ну, а как же, конечно, помню. Хочешь выпить? Не стесняйся. Я, пожалуй, выпью виски. И побольше льда, пожалуйста. Я слышал, ты говорил по телефону, чтобы летчики были наготове. У тебя свой самолет? Что ты? Это крошечный аэроплан, который мне одолжил один мой приятель. Французский банкир. Ах, вот как. А чем ты занимаешься? Я, видишь ли, посредник. Крупные международные сделки. Ну, а ты кем стал? Да только следователем прокуратуры. Ты следователь? Да. Так вот чем объясняется твой крик «Вы арестованы». А ты перепугался? Я лично нет, но многие испугались бы. Времена неспокойные, особенно для моего бизнеса. Так в чем твой бизнес, непонятно. Расскажи подробнее. Да знаешь, всего понемногу. Банки, зерно, промышленные товары, да все, что выгодно. Говорят, сейчас идет большое расследование, готовится процесс. Именно я и готовлю его. Да? Мы с советником Ванцеппи расследуем дела о злоупотреблениях, хищениях и взятках. А ты неплохо информирован. Да все об этом знают. Может, побеседуем? Ведь бизнесмены неплохо разбираются во всех этих запутанных делах. Беседа будет профессиональная или дружеская? Дело дружбе не помеха. Допустим, интерес у меня профессиональный. Шучу, не волнуйся. Ты так шутишь. Ну ладно. Я знаю, что ты парень, я доверяю тебе. Старик, я расскажу все, что знаю. Ты вот лезешь из кожи, чтобы узнать, откуда у людей деньги берутся. Да. Ты сколько зарабатываешь? Мое жалование почти 1,5 миллиона в месяц. Так мало? Разве на это можно жить? А почему нет? Жена тоже работает. Анибале, уже поздно. Час ночи. Джованна, Наши вы гости должны устали. познакомиться. Коррадо Паризи, он был мне как родной Очень брат. рада. Мы были Да? неразлучны. Очень Тогда приятно. тем более печально, что вы так долго не встречались. Это верно. Извините, что я вам помешала, но Анибале рано вставать. Ему надо быть в 8 Послушай, утра а на может быть работе. поехать к нам, выпить коньячку и, устроившись уютно, продолжить разговор? Да, очень сожалею, но никак не могу. Я назначил тут свидание, да. Sei cambiato affatto, sai Giovanna? Lui da ragazzo aveva solo due idee in testa, le donne e gli affari. Повезло, встретились наконец, так больше не теряйте друг друга. Ну, будем поддерживать Правильно. связь, если не возражаешь. Давай адрес и номер телефона. У меня в Риме квартиры нет. Я сейчас в Гранд-отеле, а постоянно живу в Ницце. Ну что ж, Тут моя прекрасно. визитная карточка, как будешь в Риме, сразу позвони. Ага. Вот телефон служебный, вот домашний. Не пропадай. Ясно. Да я позвоню тебе раньше, чем ты думаешь. Можешь не сомневаться. Был Будем очень вас рад. ждать. Всего хорошего. Чао. Поцелуй от меня свою мамочку. Ага, обязательно. Чао. Чао, Анибале. Чао, Коррадо. Простите, дорогие, но нам пора. Вы что, уже уходите? Да. До свидания. Всего хорошего. До вечера. До свидания. Спасибо. Спасибо за приятность. Благодарю. Благодарю.
Ты сказал, что это на всю жизнь. Но я знала, что когда-нибудь этому придет конец. Знала, что ты все-таки вернешься к ней. И вот этот день настал. Печальный день, день разлуки. Я была к этому готова, но все же страдаю. Не говори мне ничего. Дай забыть хоть на час. Дай забыть хоть немного с тобой любви. Я ведь знаю, что это последний раз. А потом уходи. Gray skies will turn blue. I'm longing that you care. My wildest dreams come true by and by. Это та девушка из кабаре? Да. Вот почему мы пошли в кабаре. Она что, входит в круг подозреваемых? Я пока не знаю. Вот все смотрю на эту брошку. Как ты думаешь, сколько она может стоить? Ну, если она настоящая, если это действительно сапфир с бриллиантами, думаю, не меньше 100 миллионов лир. А девочка-то первоклассная. Ты ее все-таки подозреваешь? Почему ты спрашиваешь? Ну, просто так. Эх, Джованна, Джованна, после 25 лет совместной жизни ты все еще не поняла, что профессиональные тайны надо хранить даже от жен. Не спрашивай. Не буду. Добрый день, мы вас ждем. Добрый день. Только вас мне не хватало. Вы можете назвать имена? Ничего не могу сказать, служебные тайны. Оставьте меня в покое. Комментатор Пателлара, телевидение. Пока шла облава, вы были в кабаре. Говорят, вас там видели. И мне известно, кто меня видел. Я вас видел тоже. Я действительно праздновал там именины своей жены. Да? А на все прочие вопросы постарайтесь получить ответ у советника Ванцетти. Кстати, вот он подъезжает. Здравствуйте, господин советник. Добрый день, Сальве меня. Добрый день. Осторожней, не споткнитесь, тут ступенька. Не повторяйте это каждый день, а то я точно упаду. Я понял. Тут Пателлара с телевидения, гнать его. Да нет, пускай. Добрый день, Пателлара, телевидение. Тот самый. Господин советник, говорят, что сегодня ночью в облаву попала только мелкая рыбешка. А когда вы думаете выловить акул? Ответьте нам, пожалуйста. Господин советник не ответит вам, он не занимается рыбной ловлей. Правда ли, господин советник, что на вашем письменном столе лежат 150 ордеров на арест наших ведущих деятелей финансового мира, банкиров и крупных фабрикантов? И даже повестка с вызовом на допрос на имя одного чрезвычайно популярного министра. Неужели вы думаете, что я могу ответить на подобный вопрос?
Это просто бестактно. Какая профессия? Терпеть не могу этот телебюст. Назойливый тип, он давно действует мне на нервы. Это ваши проблемы. Господин следователь, представители частной телекомпании. Пресса часто подшучивает над вашей прической. Как вы к этому относитесь? Сейчас. Простите, господин советник. Хорошо. Я вас не понял. Как вы относитесь к тому, что пресса смеется над вашей Да? прической? Ну, честно говоря, меня это совсем не тревожит. Думаю, все мы должны благословлять небо за то, что у нас полная демократия. Прессе позволяется критиковать прически работников правосудия, а работникам правосудия позволяется носить на голове то, что им вздумается. В результате, чем больше пресса критикует, тем длиннее становятся мои волосы. Вы довольны? Да, очень. Больше не приставайте. Ну и тип. Я ему говорю, что он не Но вы поймите, что все улики были налицо, и мы ничего не могли бы сделать. Господин следователь! Господин следователь! Господин следователь! Да. Господин следователь, послушайте, может, в другой раз, у меня мало времени. А у меня его еще меньше, падре. Подождите. Господи Боже, отведи беду. Настоятель монастыря явился на допрос, господин советник. Хорошо, пусть войдет. Проходите. Бригадир, если придет синьорина Дель Монте, пусть подождет. Слушаюсь, господин следователь. Садитесь, пожалуйста, падре. Большое спасибо, уже сажусь. Не будете ли вы так любезны повторить все то, что вы говорили на прошлом допросе относительно господина министра? В сентябре месяце, 8 лет назад, ко мне обратился господин министр с просьбой позволить ему провести 2 недели в монастыре в уединении и созерцании. Я ответил ему, что мы будем чрезвычайно рады такому гостю. А вы не припомните, принимал ли министр за это время визитеров? Еще бы и многих. А не скажете ли вы нам, не принимал ли он в монастыре вот этого мужчину? Посмотрите внимательно. Я никогда в своей жизни не видел его. Он никогда не был у нас в нашем монастыре. Его лицо вам не знакомо? Нет, господин советник. Ага. А его фотография была напечатана во всех газетах и показана по телевизору. Так кто же эта важная персона? Ответьте, пожалуйста, вы, у меня уже не выдерживают нервы. Это важная, как вы говорите, персона, знаменитый мерзавец, падре. Умышленное банкротство, грязные спекуляции с использованием украденных денег, валютная контрабанда, принимал активное участие в 2 убийствах. А вы утверждаете, падре, что никогда не видели его фотографии в газетах. Простите, что я проявляю невежество, но ведь я живу в таком уединении. Мы не получаем газет, не имеем и телевизора. А вам известно, падре, какую кару влечет за собой дача ложных показаний? Ведь это не шутка. Я провел всю свою жизнь в скромной келье, и тюрьма меня не пугает. Вы свободны. Можно идти? Уходите как можно быстрее. Спасибо, вы очень любезны. Старый лицемер. Господин советник, мне рассказали, что в этом уединенном монастыре святые отцы разводят на огороде марихуану для личного употребления. Оставьте их в покое. У нас тут дела покрупнее. Я понял. Кто у нас следующий? Синьорина Ирис Дель Монте. Пригласите ее. Угу, сейчас. Бригадир, пригласите синьорину Ирис Дель Монте. Прошу вас, синьорина. Добрый день. Здравствуйте. По-моему, я уже где-то вас видела. Да, я был в кабаре, когда вы пели эту песню. Прощай, прощай, любимый Со мой. времени. Что здесь происходит? О, извините. У моей супруги был день рождения, и я повел ее в кабаре немного попрыгать. Ага. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Во время обыска в вашей квартире было найдено несколько граммов кокаина. Ко мне приезжала 2 месяца назад моя подруга из Парижа. Может, это она оставила? Господин советник, Понятно. посмотрите. У вас найдена записная книжка с именами многих богатых и известных мужчин Италии, в том числе одного министра. Синьорину показывают по телевидению. Она каждый раз исполняет песню, которую я здесь пел. «Прощай, прощай, любимый мой». Неудивительно, что у нее имеются поклонники. Позвольте говорить синьорине. Да, конечно. Говорите, синьорина. Но если какой-нибудь министр девушку подтолкнет, то ей попасть на телевидение гораздо легче. Да, главное, чтобы был толкач, а потом только крепче хватай и не упускай счастья. Должен вас предупредить, синьорина, вы в очень невыгодном положении.
Советую вам говорить правду. Поверьте, что я не лгу, ваше превосходительство, все это правда. Не называйте меня ваше превосходительство. Вы мне скажите, как обращаться к вам? Боже мой, у меня кружится голова, мне очень плохо. Господин советник, он пришел за вами. В 10 часов вы должны провести дознание в тюрьме. Ах, да. Я иду, капитан. А вы продолжайте допрос. Да, господин советник. Синьорина, присаживайтесь. Спасибо. Почему вы так взволнованы? Ваш шеф так напугал меня, у меня в голове все перемешалось. А вот с вами, господин следователь, я чувствую себя превосходно. Это меня радует. Тогда легче разговаривать, синьорина. Вы мне позволите закурить? Конечно. И я с удовольствием составлю вам в этом компанию. Держите. Спасибо. Синьорина, наши следственные органы установили, что вы за последние годы часто бывали за границей, причем летали туда на самолетах разных частных лиц. Да, у меня много друзей. Они меня приглашают иногда провести с ними праздники на каком-нибудь курорте и присылают самолет. По-моему, это нормально. Вы убеждены в том, что это нормально? И очень удобно, что в этих маленьких аэропортах таможенники не проверяют так тщательно твой багаж. Это верно. Таможенники даже не смотрят на тебя. И можно беспрепятственно пронести небольшой саквояж, доверху наполненный крупными банкнотами. Вы так странно это говорите. Я даже не знаю, шутите вы или нет. Смейтесь, если это вас развлекает. Но известно, что крупные банкиры пользовались вами, чтобы перевозить десятки миллиардов за границу. Смейтесь, если у вас еще не прошла охота смеяться. Откуда вы это взяли? Вот. Вот эта записка, синьорина, бросает на вас очень серьезные подозрения. Серьезные подозрения? Да. Объясните, что это значит. Вот записка, адресованная вам. Дорогая Ирис, если ты примешь мое предложение, то получишь 300 миллионов и подпись Э.П., как Эболи и Палермо. Ну и что? Мне ее прислали с телевидения. Они предлагают мне 2-летний контракт. Ах, вот, Ирина, раз записка с телевидения, то вопросов нет. О, слава богу. Для меня допросы невыносимы. Но вспомните только, как зовут человека, подписавшего эту записку. А кто подписал записку? Чьи это инициалы? Не знаю. На телевидении столько людей. И столько поклонников. Конечно, кто же может запомнить такое количество имен? Спасибо, синьорина, вы можете идти. Спасибо. Слава богу, что мне попался такой следователь, как вы. Всего хорошего. Я могу быть спокойна, как вы думаете? Видите ли, синьорина, когда дело доходит до правосудия, я бы никому на свете не советовал быть спокойным. Да, вы правы. До свидания. Я все же надеюсь на вас. Безусловно, синьорина, надейтесь. До свидания, сеньор. До свидания, синьорина. Секретарь. Да, сеньор. Проверьте на телевидении, есть ли у них сотрудники, чьи инициалы Ф.П., как Эболи и Палермо. Затем оформите распоряжение, чтобы взяли под контроль телефон синьорины Ирис Дель Монте и передайте его карабинерам. Ясно. Ирис Дель Монте. Алло, 1 минутку, начальство. Хорошо, спасибо. Да, ваше превосходительство, добрый день. Нет, это секретарь. Генеральный прокурор хочет поговорить с вами. Вы не могли бы зайти к нему? Да, безусловно, я приду сейчас. Speriamo che non ritornino sull'argomento. Я все равно не постригусь, она мне очень идет, и это не его дело. Ой. Скажу вам совершенно откровенно. По-братски, как говорится. Я предполагал, что советник с вашей помощью сможет разобраться во всех этих делах и закончить следствие. Но реально ли? Абсолютно нереально. Уже столько лет, ваше превосходительство, все это тянется. 3000 страниц обвинительных документов, сотни подозреваемых лиц, множество всяческих улик, которые еще нужно проверить. А вам известно, что советник Ванцетти в будущий понедельник уходит от нас? Да, сеньор. На пенсию. Да, это мне известно, и я уже задал себе вопрос, кто займет его пост. Я могу, конечно, найти, кого посадить на его место. Но новому человеку придется входить в курс дела. На это уйдет несколько месяцев, да. А может быть и лет. Мы не можем этого допустить. Общественность очень встревожена, не говоря уже о прессе. Мы с вами прекрасно знаем, сколько людей сидят сейчас в ожидании суда.
Так что, дорогой Сальвемини, единственный человек, который работал 3 года советником в Анцетте и изучил все обстоятельства расследования во всех деталях, это вы. Так что ясно, что вы являетесь единственным, кому можно доверить этот пост. Разрешите вас поздравить с новым назначением. А я хочу от души поблагодарить вас за высокое доверие. И постарайтесь его оправдать. Конечно. Сеньор Сальвемини, подождите минутку. Да? Слушаю вас. Имейте в виду, что мы с вами разговаривали абсолютно конфиденциально. Пока это тайна. Так что будьте очень осторожны, никому ни слова. Не волнуйтесь, буду нем, как могила. Превосходно. Привет, Оскар. Здравствуйте, господин следователь. Поставьте машину. Немедленно отведу в гараж. Да, поздравляю вас с новым назначением. Что? Анибале, поздравляю. Как я рада за тебя. С ума можно сойти. Мне сказали, что это секрет. А какой секрет, если даже швейцар уже знает? Чао, папа. Чао, Джулия. Посмотри, сколько пришло телеграмм. дорогая. И от мамы есть поздравления. Положи на письменный стол, потом взгляну. Господи, подарки. И откуда взялось столько цветов? Это прислали наши друзья, как только узнали новость. А что пишут газеты? Всех интересует твой образ мыслей и твои политические симпатии. Анибале? Да. Вот это прислал твой друг, которого мы встретили вчера ночью в кабаре. Ты имеешь в виду Корадо? По-моему, это рисунок. Ну, конечно, угадал рисунок. Неужели Пикассо? А знаешь, это очень трогательно. Да, он молодец, такую шуточку придумал. Смотри, Джулия. Настоящий Пикассо? Если бы так, Джулия, если бы так. Это всего лишь копия. Подлинник Пикассо стоит сотни миллионов, такое не даришь. Смотри, папа, что пишет эта газета. Ну что, давай читай. Своими длинными локонами следователь напоминает Певца, эстрадного... который исполняет собственные песни под гитару. И что они все прицепились к моей прическе? Мне она нравится. По-моему, превосходная прическа. И мне она идет, и пусть не морочит мне голову. Слушай, Сальвемини. Анибале, это я, Борис. Поздравляю тебя с новым назначением. Благодарю тебя. Ты тоже об этом уже знаешь? Я знаю. Корадо, зачем ты меня так балуешь? Присылаешь, словно девушке, цветы, подарки. Ну, это такой пустяк. Я к этому не привык. Ты откуда звонишь? Я тут в гостях у одного своего друга. У него вилла на французской ривьере. А. Что вы делаете в выходные дни? Что мы делаем в выходные дни? Как всегда, сидим дома, отдыхаем. Правда, Джованна? Может, еще поедем к морю? Джованна говорит, может, поедем к морю. Так лучше приезжайте ко мне. К тебе? Да, на ривьеру. Он хочет, чтобы мы приехали на ривьеру. Поехали. Джованна говорит, поехали. Но это невозможно. Мне в понедельник в 8 утра надо уже быть в прокуратуре. Я пришлю за вами самолет. Успеешь вернуться вовремя. Ты большой шутник, Корадо. У тебя появились замашки крупного магната, а? А я и не шучу. Помнишь, мы тогда в кабаре коснулись разных очень интересных тем? Ты понимаешь, о чем речь? Да. Так вот, садись с женой в самолет. За час вы будете здесь, и мы с тобой во время нашего уикенда спокойно поговорим обо всем, что может быть для тебя полезным. Это же так просто. В таком случае, Корадо, летим к тебе. Ну вот и молодец. Таким ты мне нравишься. Да. Самолет уже в Риме, ждет тебя в аэропорту. Тебя встретит здесь у трапа с розами. Превосходно. Значит, до скорого. Собирайся, Джованна. Нас будут встречать у трапа с букетами роз. Привет. Дай мне господина министра. Жду. Я слушаю. Эуклида? А, это ты, полковник? Ты видел газеты? А, я читал, что теперь следствие будет полностью в руках какого-то Сальвемини. Мудрый Ванцетти, к великому сожалению, уходит на пенсию. Ну, а этот Сальвемини, что за штучка? Никому неизвестная фигура. Но теперь, когда он стал вершителем судеб, неплохо бы выяснить его политические Да, взгляды. это верно. Кстати, у него какая-то странная прическа.
домой, мы уже здесь. Разрешите чемодан? Подумать только, 40 минут, и мы во Франции. Вот видишь, я же говорил. Объясните, пожалуйста, вот наш полет туда и обратно, в какую сумму обходится? Примерно 7 миллионов. Ну да, 7 Что? миллионов. Невероятно. Сеньор Сальвемини? Да. Прошу в машину. Сеньор Паризи ждет вас на вилле. Ну что же, Джованна. Итак, до Всего свидания хорошего. и спасибо. До свидания. Прошу. Благодарю. Осторожней. Неплохой получается уикенд. Ты довольна, Джованна? Конечно. Одну минутку, извините, пожалуйста. Слушаю. Где у вас таможня? Мы не заполнили декларации. Ничего страшного, месье. Мы проедем через боковые ворота. Особые ворота. Странно. Эти господа, друзья месье Паризи. Проезжайте. Ты видела, как все просто? Друзья мсье Паризи, и ты спокойно провозишь чемодан с деньгами или кокаином. Все превосходно устроено. Для тебя поездка оказалась весьма полезной. Да, не то слово. Повсюду цветы, такая красота. Невероятно. Здравствуй, Коррадо. Сеньора. Спасибо. Добрый день. Приездом Анибале. Мы так быстро долетели, Да да просто ладно, как я фантастика. рад. Здравствуйте, Корадо. Джованна в восторге от всего здесь. Действительно необыкновенно красиво. Джованна, пожалуйста, все А вилла вашим превосходная. услугам. Она принадлежит тебе? Знаешь, я, как правило, провожу здесь большую часть года. Ага. Словно у себя. Так все-таки чья это вилла? Кавалера Мариотти. Он крупный финансист. Да, не маленький. Знаешь, он из Милана. Кавалер Мариотти, познакомьтесь со следователем Сальвемини. Вы ведь слышали о нем? Очень приятно. Здравствуйте, мы тоже здесь читаем итальянские газеты. Иначе как следить за миланской биржей? Добро пожаловать. Спасибо, моя Мое жена. почтение, Очень сеньора. приятно. Мы вам очень благодарны за ваше гостеприимство. Прошу вас, чувствуйте себя здесь, как дома, сеньор Сальвемини. Не выпить ли нам шампанского? Охотно. А ты, Джованна? С удовольствием, но я хотела бы сначала освежиться. Да, безусловно. Джованнино, Отдохни проводи сеньору в ее после дороги. комнаты. Спасибо, я Располагайтесь, ненадолго. пожалуйста. Прошу, посидим на веранде. Здесь замечательный воздух. Какая красота. И вы владелец этой чудесной виллы? Другу я бы ответил «да». А вот следователю я бы, безусловно, ответил «нет». Пожалуйста, садитесь. Отчего же следователю нет? Он шутит. Эта вилла принадлежит одной швейцарской Прошу. фирме. И вообще, какое тебе дело? Да нет, я спросил только потому, что мне у вас очень нравится. Спасибо, приятно слышать. Обрати внимание. У этого человека электронный мозг. На миланской бирже он знаменит. Настоящее чудо 20 века. Это очень интересно. Поднимаются акции, падают. Как-то изменяется курс валют. Я-то полный профан в этих делах. Ну что ж, тогда лучше и не играйте на бирже. А надумаете, знаете, что доллар — это главное бестие. Он вздохнуть не дает. То поднимается, то падает к чертовой бабушке. А лихорадка бьет всех остальных. Этот парень дело неплохо знает. Да-да. В любом случае, спасибо за совет. Ну, мы же стали друзьями. Запомните, начинающему человеку я всегда совет. Самое лучшее — это взять корзинку. Взять корзинку? Зачем она нужна? Видите ли, это прекрасный метод. В обычную плетеную корзинку вы сперва бросаете доллары, затем марки. Это надежная валюта. Потом прибавляете швейцарские франки. Когда одна валюта падает, есть шанс спастись за счет двух других. Двумя мазками кавалер Мариотти обрисовал тебе всю ситуацию на мировой бирже. У вас есть такая корзинка? У меня? Я допускаю, что корзинка в доме есть, но мне нечего в такую корзинку положить. Ну, это, как говорится, дело наживное. Да? Учтите, вы должны только позвонить мне по телефону. И вы получите доступ в мой банк, и кредит предоставим, и наличные будут. Так легко? Конечно. Вот тут мой номер телефона. Надумаете завести себе корзинку, позвоните, не стесняйтесь. Вы очень любезны. Здравствуйте, дорогие друзья.
О, наш яхтсмен. Привет. Как дела? Прекрасно. Знакомьтесь, сеньор Сальвемини, сеньор Ферреро. А, Ферреро. Очень приятно. Вы из Турина? Какой Турин? Из Венесуэлы. Ах, вы из Венесуэлы? И у вас тоже вилла тут на Ривьере? Да нет, он живет на своей яхте. Сегодня здесь, завтра там. Бросает якорь где хочет. Лодочка скромная, 50 метров в длину. Ну, неужели? Всего 2 мощных мотора. Господин следователь, мне давно уже яхта заменяет родной дом. Вот она, полюбуйтесь. Это вы называете яхтой? По-моему, это настоящий дредноут. Интересно, сколько вам стоит горючее? Много, но меня это не волнует. Какое это имеет для него значение? Ведь он один из крупнейших нефтяных магнатов Венесуэлы. Поздравляю. Вы извините, я тоже хочу немного освежиться. Ну, что ж, Присоединюсь к пожалуйста. своей жене. Правильно. Увидимся позже. Правильно, пойди отдохни. Джованнино, проводи сеньора, Спасибо. прошу. До скорой встречи. Какое он произвел на вас впечатление? Неплохое. Видно, человек он очень славный. А, впрочем, черт его знает. Не слишком ли он любопытен? Профессиональная привычка. Но он мой друг. Что я тебе говорила, Аурелия? Этот следователь из Рима очень приятный человек. Он нам подходит. Не суди по первому впечатлению. Ты его совсем не знаешь. Но мне он очень симпатичен. Спасибо. Когда мне сказали, приходите к нам поужинать, у нас будет знаменитый следователь Сальвемини, знаете, меня прямо в дрожь бросило. Но признаюсь, что потом, глядя на его открытое лицо и кудрявые волосы, я успокоилась. И сердце мое раскрылось ему навстречу. Я хочу надеяться, господин следователь, что теперь, когда мы познакомились, вы нас тоже навестите. Спасибо, с радостью. Кстати, у вас тоже вилла тут на Ривьере? На самом берегу. Прекрасно. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили в ночном кабаре? Ты меня еще спрашивал о взятках. Так вот, в Америке, если ты являешься посредником сделки между двумя предпринимателями, ты получаешь свои 3%. По закону. Строго по закону. И никто не называет это взяткой. Это правда? Кавалер Мариотти это тоже может подтвердить. Вот Да, все это правда. А если я такую же сделку проверну в Италии, я погиб. Все газеты сразу же начнут писать, что я получил крупную взятку. И я не успею оглянуться, как окажусь в тюрьме. Вот и выходит, что закон у нас неправильный. Что вы на это скажете, господин следователь? Ну, закон может быть и плох, но я, как работник юстиции, обязан его исполнять. А если я не буду его исполнять, то в тюрьме окажусь я, а вовсе не вы. Единственный, кто может спокойно брать взятки, это мой муж. Он ведь пользуется неприкосновенностью, как член парламента. И вам не удастся упрятать его за решетку. Вы уверены, сеньора? Джизела, не пей больше, а то ты всякую чепуху болтаешь. О, боже, господин следователь, разве я сказала какую-нибудь глупость? Да вы, по-моему, пошутили, я вас правильно понял. Боже, да какой же вы умный человек. И вчера о вас тоже хорошо говорили за ужином. Там были политики, банкиры и даже один министр. И все говорили, он вызывает такую симпатию со своими кудрями, как у сказочного принца. Надо пригласить его к нам домой и превратить в друга. Ты, видно, опять что-то напутала, Джизелла. Господин следователь уже наш друг. Хватит пить. Я все время боялся, что ты что-то ляпнешь. Эта дура совсем окосела, мелет всякую чушь. Просто мне хотелось сказать что-нибудь доброе нашему высокому гостю. Я понял. Мы это поняли, сеньора, вы очень любезны. Я предлагаю поднять бокалы за нашего дорогого гостя, следователя Сальвемини и его прелестную супругу. Пожелаем им здоровья, хорошего настроения, а я буду всегда счастлив видеть их здесь у себя. Ваше здоровье. А теперь я приглашаю всех в сад. А если кто-нибудь хочет перекинуться в картишки, то стол в гостиной уже приготовлен и ждет вас. Супруги Гелли Ротетти присоединятся. Джованнино, неси шампанское на террасу. Вы помните, что... Господин следователь, вы играете в жилетку? Какую жилетку? Ведь это азартная игра. Азартная игра? Да, и она преследуется законом. В таком случае никакой железки, никакой железки. Об этом речи быть не может. Вопрос отпал. Вы позволите мне пройтись по саду с моим другом? Все, что угодно, все, что угодно. Считайте, что это ваш дом. Ты слышал, что он сказал? Нет. А что он сказал? Что железка азартная игра, и что она запрещена. Ну, пока он здесь, придется держаться. Что поделаешь, следователь? Послушай, Карадо, я, честно говоря, тебе благодарен за это приглашение, за то, что ты меня со всеми познакомила. Мне теперь многое стало ясно. Но ответь мне на один вопрос. Кто эти милые люди? Что значит кто? Ну, кто эти итальянцы, которые живут на Ривьере, владеют виллами с бассейнами, яхтами и личными самолетами? Объясни, кто они. Все это странно. Что тебя удивляет? Это богатые итальянцы, которые могут себе позволить жить в свое удовольствие на Ривьере. Все-таки мне непонятно, почему абсолютно здоровые и богатые люди покинули Италию и живут здесь.
Может, они находятся в конфликте с законом? При чем тут закон? Все мои друзья кристально честные люди, ручаюсь тебе. Но в таком случае, почему они не живут в Италии? Ты не представляешь себе, как трудно работать в Италии. Ну, возьми любой бизнес. На каждом шагу тебя ждут всякие препятствия. Например, какие? Ну, разные. Финансовое управление, полиция, чиновники. Я думаю, что честному человеку нечего бояться полиции. Но, может быть, твои друзья что-нибудь натворили? Ведь никто не застрахован от ошибок. Но когда люди слышат, что у тебя заготовлено больше 100 ордеров на арест, это их немного пугает. Я понимаю, что это пугает преступников, но честному человеку нечего опасаться. Ну, это лишь слова. Анибале, я с тобой говорю честно, как с другом. Ведь ты следователь по особо важным делам. И тебе известны имена подозреваемых лиц? Ну да, конечно, известно, но к чему ты клонишь? Я знаю, что ты должен все сохранять в тайне. Но ты не мог бы мне сказать... Что именно? Я только хочу тебя спросить. Инженер Ардуини, наш моряк Ферреро, Мариотти, как они теперь должны себя вести? Могут они жить спокойно? Или есть основания волноваться? Ты, прости, говоришь ерунду. Чего волноваться, ведь их совесть чиста. Ну что ж, теперь я тебя понял. Другими словами, они могут спокойно вернуться в Италию. О чем ты говоришь? Они имеют полное право вернуться. Италия их родина. Я против них ничего не имею. Пусть они все возвращаются. И Ферреро, и Мариотти. Итак, Сальвемини, тут находятся все материалы следствия, все до единого. 3 года прошло с того момента, как мы приступили к этой работе. Видит Бог, она была очень нелегкой. Теперь я передаю ее вам. Я принимаю на себя ответственность, господин советник. Здесь находится 285 ордеров на арест. Я еще не успел их подписать. Но, может, вы их подпишете до ухода, и эти дела доведете до конца? О, нет. Я вчера очень долго размышлял над этим и не пришел ни к какому выводу. Но у вас есть много времени, и вы можете еще раз изучить все документы. А потом, не торопясь, подумать и решить, справедливо ли будет арестовать этих людей. Вот и все. Все когда-нибудь кончается. Я желаю вам удачи. Счастливо. Спасибо, советник. До свидания. Извините меня, пожалуйста, господин советник. Может быть, вы дадите мне на прощание какой-нибудь совет? Могу вам посоветовать то, что советовал Толеран всем работникам правосудия. И что? Surtout patron des ailes. Главное не переусердствовать. Вот что он советовал. Спасибо, я понял. Де Лука, проводи господина советника и сразу возвращайся. Слушаюсь. Ах, сюрту. Патрон де Зель. Самое главное — не переусердствовать. Господин министр, у телефона полковник Поджи. Извините меня. Депутат? И ты тоже, Карло. Идем, мама. Полковник? Да. Я тебя слушаю. Хорошая новость. Ванцетти не подписал ордеров на арест. Передача дел прошла без осложнений. Превосходно. Спасибо, дорогой. До встречи, Поджи. Мама, все в порядке.
А теперь, на мой взгляд, не мешало бы немного поухаживать за этим следователем Сальвемини. За удачу! За удачу. Опять сирены. У меня всегда от полицейских сирен мороз по коже продирает. Как будто они приехали за тобой. Не прошло и часа с момента, как советник Ванцетти передал своему заместителю все дела следствия. А следователь Сальвемини уже подписал 125 ордеров на арест, которые неподписанными лежали на столе мудрого, старого и очень осторожного советника Ванцетти. Таким образом, механизм самый крупный за последние годы облавы был запущен одновременно на севере, на юге и в центре страны. В сети правосудия попали люди, бывшие ранее вне подозрений и занимающие высокое положение в мире финансов. Банкиры и даже политики. В одном городе был арестован весь коммунальный совет. Многие были взяты либо ночью в постели, либо в ту минуту, когда они укладывали чемоданы, чтобы скрыться. Были обнаружены лаборатории по переработке наркотиков и тайные склады оружия. Участники преступных организаций были схвачены прямо во время заседаний, на которых они уже несколько лет беспрепятственно готовили заговоры против нашего государства и демократии. Спасибо. И вам спасибо, мальчики. Синьорина Ирис Дель Монте, Да, это я. вы арестованы. Обвиняетесь в передаче наркотиков. Вы серьезно? Ордер подписал Сальвемини. Он меня успокаивал, говорил, надейтесь, как же так? Ничего не знаю, у меня есть ордер. Это ведь нечестно. Не оказывайте сопротивления, а то я Боже надену мой, на вас какой наручники. кошмар. Ну, оставьте. Боитесь, что я убегу? Этот Сальвемини обманщик. Смеялся, курил со мной, был так любезен, а теперь вот велел арестовать меня. Спокойно, спокойно. Давно пора. Инженер Урбино Драгона? Да, это я. Спокойно. Что вы? Что Хватит вы? болтать. Я не Урбино Драгона. Пошли. Я не Урбино Драгона. Пойдем, пойдем, там разберемся, Нет, кто нет, ты такой. это не я. Это Иди. не я. Я кто-то совсем другой. Это какое-то недоразумение. Пошли, пошли. Я не Урбино Драгона. Я не Осторожней. Урбино Драгона. Я вам честно говорю, почему вы мне не верите? Я вам честно говорю.
Вы арестованы. Вставайте. Что, уже из постели берут? Что случилось? Вы Куда напугали его? мою жену. Какая я тебе жена? А чтоб ты пропала, подлая тварь. Иди одевайся. Иди. До свидания, Маурицио. До свидания, сеньора. Не подходить. Колоджера Фуска, следуйте за нами. Куда? Куда вы его уводите? Отпустите! Колонжеру! Пустите! Пустите, не надо! Отпустите его! Отпустите его! Колонжеру! Нет! Наконец-то. О, вот она, родина. Смотри, он послал за нами машины с сиренами. Какой почет. И с карабинерами. Кто из вас Анджело Мариотти? Я Анджело Мариотти. А вы Клаудио Ферреро? Да, это я. Вы арестованы. Наденьте на них наручники. Какие наручники? Что вы делаете? Теперь на него. Что здесь происходит? Вы что-то перепутали. Тут какая-то ошибка. Никакой ошибки нет. Идите. Садитесь в машину. Следователь Сальямини мой друг. Меня в посольство Венесуэлы. Я подданный Венесуэлы. Немедленно дайте мне связаться с посольством Венесуэлы. Вы с сеньором Сальямини даже шампанское. Я протестую. Я подданный Венесуэлы. Не ври, ты настоящий итальянец. Пока я вам все это рассказываю, облава продолжается. Частные дома, общественные заведения, банки и даже священные монастыри пережили сегодня появление карабинеров. Был арестован один настоятель, 3 монахини и несколько светских лиц, которых монахи укрывали в кельях затворников. Этим малоприятным сообщением я заканчиваю выпуск вечерних новостей. До завтра, всего хорошего и спокойной ночи. До свидания, Пателаро. Чао, Перуджини. Вы Энрико Пателаро. Да, в чем дело? Что случилось? Вы арестованы. Арестован? За что? Они арестовали Пателаро. Я вижу, с ума сойти. Мне следователь Сальвемини всегда был симпатичен. Ребята, посмотрите, что со мной делают. Успокойся, я позвоню министру. Позвони скорее министру. Я умру в тюрьме. Джинни, звони скорее. У меня больное сердце. Джинни. Если уж Пателаро взяли, значит, конец света пришел. Здравствуйте. Добрый день, господин адвокат. Вот они. Господин следователь, Да. после арестов, произведенных сегодня ночью, ни у кого не осталось надежды на вашу дипломатичность. Именно потому, что преступники были уверены, что я буду действовать дипломатично, их смогли захватить врасплох. Одни жулики даже решили вернуться с Ривьеры и попали за решетку. Вся страна выражает протест против того, что вы арестовали известного телекомментатора, всеобщего любимца. Что вы на это скажете? Что это явный признак нравственной болезни всей нашей страны. И это очень прискорбно. Господин следователь, одну минутку, подождите, частное телевидение. Опять вы? Да. Ну, бог с вами, спрашивайте. Наши телезрительницы хотят знать, каким шампунем вы пользуетесь, чтобы волосы были такими пушистыми. Реклама не по моей части, а волосы у меня красивые от природы, понятно? Поехали в тюрьму. Одну минутку. Фото для первой страницы.
Сальвемини. Открывай. Добрый день, господин следователь. Здравствуй. Следователь Сальвемини в тюремную больницу. Когда прибудут адвокат и секретарь, пропустите. Слушаюсь, господин следователь. Следователь Сальвемини. Входите. Прошу, господин следователь. Спасибо. Где Пателларо? Вот он, пожалуйста. О, мне очень плохо. Uspokойтесь, расслабьтесь. Si rilassi, stia tranquillo, si metta a suo agio. Sì, proprio io, che davo ogni giorno l'annuncio delle vostre retate alla televisione, mi trovo adesso nella lunga schiera dei colpevoli. Non si rammarichi, dottor Patellaro. Molti ciechi, prima di perdere la vista, sono stati accompagnatori di ciechi. Io la prego, guardi, mi sento morire. Mi dica almeno di quali colpe sono accusato. Lei, dottor Patellaro, 4 anni fa accompagnò una commissione ministeriale guidata dal ministro per una fornitura di petrolio greco. Sì, io, guardi, seguì quella commissione, il ministro... Всего лишь в качестве журналиста. Но для того, чтобы получить этот контракт, давали взятку в 100 миллиардов лир. Вы знали? Да. Я думал, правительство санкционировало это. Больше я ничего не знал. Тогда было выписано 3 чека. Первый на 50 миллиардов для арабского шейха и еще 2 по 25 миллиардов. Скажите, кто же эти денежки получил? Я ничего об этом не знал. Не спрашивайте меня. У меня все болит. Мне очень плохо. В путешествии на восток вас сопровождала синьорина Ирис Дель Монте. Она певица и выступает сейчас в одном ночном кабаре. Вы ее знаете? Да, знаю. Но она же неофициально была с нами в этой поездке. Как гостья нашего посредника. А как звали этого посредника? Не знаю, не помню. А с кем проводила свои ночи синьорина Дель Монте, когда вы жили в гостинице? Кто был этим счастливцем в то время? Но, господин следователь, я действительно не знаю. Это принято скрывать. Знаю только, что она жила в 204-м. В 204-м номере? Да. Тогда подтвердите, что синьорина Ирис Дель Монте могла ночью пробраться в номер министра, который был на том же этаже. Я ничего не видел. Я только знаю, что министр тогда занимал номер... Какой? Он занимал номер 206. 206, значит. Пателларо, это ваша записка? Нет. Каким же образом вы после той поездки предложили синьорине Дель Монте кругленькую сумму в 300 миллионов? Скажите, это ведь ваша подпись? Что вы, нет. Это вовсе не моя записка. У меня подобной суммы в жизни не было. Как я мог предлагать ее женщине? У вас могло быть гораздо больше, если вы получили взятку. А вот эти буквы, это ведь ваши инициалы. П. Энрико Пателларо. Пателларо? Ну, хватит, признавайтесь. Расскажите, что произошло во время той поездки. Какую роль играли вы? Давайте, Пателларо, расскажите правду. В каких отношениях была синьорина Дель Монте с министром? Назовите имена ваших сообщников. Отвечайте, Пателларо. Ну что же вы? Господин следователь. Да. Что вы делаете? Провожу дознание. Ведь у него обморок. Неужели? А я решил, что он задумался. Да ладно, расслабьтесь, синьорина. Не будьте так напряжены. И объясните мне, с кем же вы путешествовали?
С одним посредником. Вы, значит, случайно повстречали тогда в своей гостинице сеньора министра? Нет, это было не случайно. Я служила приманкой для министра и других нужных посреднику лиц. И в этой крупной сделке по закупке нефти был замешан и журналист Энрико Пателларо? Нет, он был там только по своей работе. А по какой же работе? Поехал за взяткой, да? Этого я не знаю. Я ведь только там познакомилась с ним. Мне он показался приятным человеком, и мы с ним подружились. Да? Да. И этот приятный журналист предложил вам 300 миллионов лир? Нет, это не он писал. Но ведь тут его инициалы Э.П. Энрико Пателларо. А может быть, это инициалы того посредника? Вот как? Да. Ну так как же его звали? Эмилио Паризи. Но все называли его сеньор Эмилио. Эмилио Паризи. Конечно, Э.П. Может, он родственник Коррадо Паризи? Не знаю. Скажите мне, каким образом вы добрались до Тегерана? У его друга собственный самолет. У его друга собственный самолет. Да, Сальвемини, говорите. Это я, Паризи. Здравствуй, Коррадо. Откуда звонишь? В чем дело? Я отправил в Рим своих друзей, а ты посадил их? Наверное, они в свое время нарушили законы страны. Но ведь ты же сам сказал, что они могут вернуться в Италию. Нет. Я еще подчеркивал, что они могут вернуться, если ни в чем не виновные. Значит, они плохо поняли то, что я сказал. Что же они теперь должны делать? Ничего. Спокойно сидеть в тюрьме, пока не решится их судьба. Теперь слово за закон. Все понятно. Мы можем увидеться? Безусловно, мы должны с тобой увидеться. Вылетай немедленно. Я очень-очень жду тебя. Ты, наверное, летишь на личном самолете. Тебя будут встречать в аэропорту. Чао, Коррадо. Жду с нетерпением. Вы, сеньор Коррадо Паризи? А, я понял. Это мой друг-следователь Сальвемини велел вам меня разыграть. Никакого розыгрыша. Вас вызывают в прокуратуру. В прокуратуру? Он мне сказал, что меня встретит в аэропорту. Мы вас и встретили. Поехали, Клементе. И включи сирену. Слушаюсь, господин капитан. Прошу. Вас вызовут. Ждите здесь. Хорошо. Я привез сеньора Коррадо Паризи. Ясно. Так, Франчески, займи мое место. Я пойду приглашу его. Пропустите. Можете войти. Аннибале, ну ты меня здорово разыграл. Кто мог подумать, что меня встретят карабинеры? Это самый простой способ. Итальянские карабинеры всегда действуют очень быстро. И учтите, что в следственных органах надо обращаться друг к другу на «вы». А, бог с тобой, буду говорить «вы». Так вот, против вас выдвинуто серьезные обвинения. Вот это мой коллега, он вас допросит. Хорошо. Добрый день, сеньор. Рад с вами познакомиться. Я готов ответить на все ваши вопросы. Но давайте не будем устраивать трагедию и позвольте вас чем-нибудь угостить. Я могу заказать бутылку шампанского? Бутылку шампанского? Нет. Об этом речи быть не может. Здесь не пьют. Это вам не вилла на Ривьере, и вы это почувствуете, можете не сомневаться. Садитесь и отвечайте на вопросы прокурора. Спрашивайте. Коррадо Паризи, проживающий в Капфера, Лазурный берег. Тройное место жительства. Соединенные Штаты, Италия, Франция. Тройное. Ведь это не запрещено. Слышали? Сеньор Паризи, сколько раз вы сопровождали комиссию министерства на Ближний Восток для закупки нефти? Много раз. Я же являюсь посредником. У нас есть сведения, что при посредничестве какого-то ловкого дельца одному арабскому шейху была дана взятка в 100 миллиардов лир. Слушаю. Дорогой генеральный прокурор, видите ли, этим звонком я вовсе не собираюсь оказывать на кого-то давление. Но мне стало известно, что следователь Сальвемини дружит с сеньором Паризи очень давно, с детства еще. Спасибо, дорогой господин министр, но прокуратура об этом уже знает. И вы считаете, что Сальвемини вправе вести допрос? Ни в коем случае, ваше превосходительство. Следователь Сальвемини
обратился к нам с просьбой поручить допрос другому, и поэтому в данный момент допрос проводит прокурор. Все, значит, в порядке? Конечно. Я прихожу только к тому выводу, что этот следователь Сальвемини хитрая лиса. Вот как? В таком случае я должен вам напомнить, господин министр, что дворец правосудия не стоит путать с зоологическим парком. Карадо Паризи, постарайтесь вспомнить, кто дал взятку шейху, иначе мы просидим тут до утра. Я вам сказал все, что знаю. Так вот, мы установили, что тем таинственным дельцом были вы. Вспомните, в каком номере жил тогда министр? Министр жил в 206 номере. Синьорина Дель Монте в 204-м. Так. А журналист в 210-м. А вы и Ирис Дель Монте ночи вместе проводили? Что вы, она не такая. Я ее просто пригласил в Тегеран, потому что на Востоке любит этот тип женщины. Она могла нам помочь при заключении сделки. И действительно, сделка была совершена благодаря вашему посредничеству. А одному арабскому шейху была дана взятка в 100 миллиардов. Не взятка, все официально. Но в том-то и дело, как нам удалось выяснить, этот шейх получил чек всего лишь на 50 миллиардов. А остальные 50, кому они пошли? Очевидно, вы их между собой поделили. Вы, журналист Пателларо и господин министр. Ничего мы не делили. Я получил гонорар 20 миллионов лир. Не окупил даже горючее. За все же платил я. И из 20 миллионов гонорара посредника вы предложили синьорине Дель Монте 300 миллионов, да? Так вот, инициалы ваши, Эмилио Паризи. Эмилио, но меня зовут Коррадо. Нет, в вашей метрике значится два имени. Коррадо Эмилио Паризи. И, как нам стало известно, при совершении темных делишек вас называют сеньор Эмилио. Ты что, своего старого друга утопить хочешь? Имеешь зуб против меня? Вот эту записку вы написали? Нет, я ее не писал. Ничего я не писал. Вернувшись из Тегерана, вы на Ривьере приобрели яхту, виллу, а также самолет стоимостью в 20 миллиардов лир. Откуда у вас такие деньги? Чепуха. Вы ничего не сможете доказать. Нет у меня никакой собственности. Я не владею ничем, даже велосипедом. Да. Все ясно. Идите. Можете идти. Уходите, сеньор Паризи. Только не забудьте оставить свой итальянский адрес. Я уже говорил, несколько дней я буду в Гранд-отеле, апартаменты номер 3. Сеньор Коррадо Эмилио Паризи, не вздумайте покидать Гранд-отель. Вы учтите, что вы имеете дело с прокуратурой, и мы всегда сможем найти вас. Я буду это иметь в виду. Чао, Анибале. Господин министр, что такое? Что случилось? В чем дело? Полковник Поджи у телефона. Выйдите. Ну, говори, в чем дело? Эуклида, извини, что разбудил. Но уже 3 дня и 3 ночи он пытает эту бедную девочку. Ирис Дель Монте? Да, он день и ночь допрашивает ее. Хочет заставить признаться, что она была с тобой в интимных отношениях, участвовала в разных оргиях, ну и так далее. Какой мерзавец, а? Ну, конечно, следователь с такой гривой на все способен. Теперь ясно, что он задумал погубить меня. Как он смеет копаться в моей интимной жизни? Я прочту вам показания официанта Мустафы. Министр читал вслух синьорине из маленького черного томика. А синьорина смотрела на него так страстно, ее глаза были затуманены. Она была в каком-то экстазе. Скажите, вы были той синьориной, которую чтение министра так взволновало? Что он вам читал вслух? Евангелие от Матфея. Какую главу? Это была притча про то, как Христос умножил и раздал людям хлеба и рыб. А может быть, министр намекнул на то, каким образом он собирается ту взятку разделить? Либо я наивная дура, либо вы циник, хорошо знающий человеческие слабости. И вы явно представляете для меня опасность. Подождите. Синьорина, ничего не бойтесь. Я же всегда, как человек, защищаю в первую очередь права обвиняемого. Ну да, конечно. Я это уже заметила. Пошли, синьорина. Это вилла на французской ривьере. Да. Числится за одной швейцарской компанией. Какой? Козма. Козма. А большинство ее акций принадлежит одной фирме, канадской. Так. Ее владелец Паризи. Ясно. Заявляю, что эта вилла и самолет собственность этого ублюдка Паризи, вашего друга. Не ругайтесь. А я служил для него только ширмой, ослиной башкой.
А теперь вопрос к капитану Ферреро. Кому принадлежит тот роскошный дредноут? Эта яхта не моя. Она принадлежит одной венесуэльской компании, семья Родриго Фернандеса. Но контрольный пакет ее акций в руках сеньора Паризи. Другими словами, вы выдавали себя за крупного нефтепромышленника и владельца роскошного корабля, чтобы покрывать Паризи и избавлять его от уплаты налогов. Значит, выходит, что нашлась еще одна башка ослиная, да? Вы Ферреро? Я морской офицер на пенсии. И я всегда готов в трудную минуту послужить Родине. Я честно все расскажу. Хорошо. Вы оба готовы подписать то, что здесь заявили? Мы к вашим услугам, господин следователь. Господин следователь, я ведь тяжелый астматик. Увидев наручники, я был так напуган. Я обещаю, что исправлюсь. Отпустите под домашний арест, а я ничего не скрою от вас. И кому в банке устраивал кредиты, и корзиночки кому делал. Подробно все вам расскажу в деталях. Будьте здоровы и надеюсь вас скоро увидеть на экране. До свидания. Счастливо. Адвокат! Я здесь. Привет, Ирис. Я жду тебя. Честно говоря, я не надеялась, что следователь окажется таким сговорчивым. Сговорчивым? Если бы это от него зависело, ты бы еще сидела в тюрьме. Кто же освободил меня? Я обратился в высшую инстанцию, которая аннулировала ордер на арест, выданный этим следователем Сальвемини. Как же он это проглотил? Советую тебе быть с ним поосторожнее, это опасный тип. Боже, как я его ненавижу. Я бы его обрела наголо. Поехали домой. Чем же вы так довольны? Тем, что вчера мне удалось освободить синьорину Дель Монте. Сегодня вышли из тюрьмы 3 монахини, а завтра я собираюсь освободить настоятеля монастыря. А? Замечательно, браво, господин Я представляю себе, как лопнет от злости следователь Сальвемини. Я все равно освобожу всех. Адвокат Бальделли? Да, это я. Вот ордер на ваш арест. Кто выдал его? Как же так? Следователь Сальвемини? О, Господи, епископ. Я ничего не понимаю. Неужели не найдется на свете силы, которая остановит его? Вас самого уводят в тюрьму? Обожаемый Иисус Христос, не хочу обижать тебя, но это слишком. А вот ордер на арест сеньора Коррадо Паризи. Где я могу его найти? Гранд-отель номер 3. А в котором часу его взять? Ну, имея в виду, что сеньор Паризи очень любит женщин и ночные кабаре, я думаю, что он приходит в отель под утро, поэтому в 4 утра вы его уже застанете, и не будет никакого риска, что он убежит. Не убежит. Вы свободны, капитан. И все храните в тайне. Этот человек — главное действующее лицо в этом деле. Вас понял, господин следователь. Слушаю, кто говорит? Это я, Паризи. Я уже уложил чемоданы. Я тоже. Прежде чем расстаться, не провести ли нам вместе несколько часов? Ты зря теряешь время. Предлагаю тебе 400 миллионов. В таком случае тебе лучше сразу узнать. Я влюбилась. Влюбилась? В кого? Я его знаю? К сожалению, он женат, старше меня и имеет дело с законом. С законом? Не влюбилась ли ты в моего друга, следователя Сальвемини? Эти долгие допросы в тиши кабинета. И такая личность, крупный следователь. И это артистическая шевелюра. Смеешься? Кстати, следователь Сальвемини не лишен шарма. Он у него тонкий и опасный. Ладно, у меня свое оружие. Предлагаю тебе 600 миллионов. Ирис, ты поняла? Да, поняла. 600 миллионов. Не могу больше разговаривать, внизу ждет такси, еду в аэропорт. Позвони моему адвокату. Они были уже 4 часа утра. Кто в такое время звонит? Ничего страшного, Джованна, я ждал этого звонка. Сальвеми не слушает. Это капитан. Говорите, капитан. Произошла очень странная вещь. Какая? Сеньор Паризи не вернулся. То есть как это не вернулся? Очень странно. Он еще вчера вечером уехал из гостиницы. Очевидно, кто-то его предупредил. Ладно, немедленно свяжитесь с Интерполом. Пошлите телефонограмму во все страны мира. Mi raccomando, capitano! Hanno fatto la soffiata, è scappato? Sì, è scappato, una soffiata. Finisco di sentire questo nastrino e ti raggiungo, eh? Vuoi star solo, eh? Ecco, brava.
È sempre la ragazza del night. E il lavoro. Buonanotte. Buonanotte. Адвокат Бальдели слушает. И говорит Коррадо Паризи. Я предложил Ирис Дель Монте 400 миллионов. Вот как? Что она ответила? Чтобы я обратился 400 к вам. миллионов. Придется заплатить 600 миллионов. Значит, вы в курсе дела? Хорошо, я согласен. А где она сейчас? Поет в гостинице «Мамуян». Марракеш. Понятно. Марокко. Гостиница «Мамуян», Марракеш, Марокко. Что вас привело сюда, в Марокко? Да уж, мой приезд случайным не назовешь. Может быть, уже довольно меня терзать. Я не собираюсь вас терзать. Кстати, с вас уже сняты все подозрения. Мне просто захотелось увидеть вас. Мне в это поверить трудно. Понимаю, и все же даю вам слово, что это так. Вылезайте, пообедаем вместе, я постараюсь, но я не лгу. Вы что-то очень изменились. Может быть, так кажется. Сам я этого не замечал. А что вы имеете в виду, синьорина? Вы более человечны, более мягкий в обращении, и женщина это чувствует. О, пардон. Благодарю. Теперь я чувствую, что тоже могу испытывать к вам симпатию, сеньор Сальвемини. Правда? Пошли? Да, здесь так жарко. Может быть, мне стоит постричься? О, нет, вы потеряете все свое обаяние. Но вы же сами сказали как-то. Я бы этого следователя обрила наголо. Вы это знаете? Да. Гарсон, 2 тропикаля, пожалуйста. Слушаюсь, мадам. Мерси. Если вы считаете меня невиновной, разрешите спросить, почему вы с такой настойчивостью продолжаете искать меня? Некоторые мои коллеги, и моя супруга даже, высказывают предположение, что я все время подсознательно испытываю сильное влечение к вам. А как вам кажется? Я проанализировал свои ощущения и пришел к выводу, что мне абсолютно не в чем упрекнуть себя. Я не порочен, как младенец. Вы утверждаете, что ни разу во время допросов не почувствовали ко мне полового влечения? Во время допросов нет. Но во сне я испытывал что-то похожее. Как-то ночью я даже почувствовал, что кто-то вползает в мою постель и обволакивает меня своим телом. Я чувствовал, что совсем теряю рассудок, и тут я проснулся. Это была я? Тело принадлежало моей кузине, которая постриглась в монашке, но лицо было вашим, таким же прекрасным. Прошу вас, продолжайте. Охотно, дорогая. После той ночи, проснувшись, я отчетливо осознал, что любой был бы счастлив предложить вам огромную сумму, лишь бы испытать наяву всю ту радость, которую я испытывал той ночью абсолютно бесплатно. Знаете, так именно и произошло с вашим лучшим другом Паризи. Вот он-то и предложил мне тогда, в записке, которая вас так заинтересовала, 300 миллионов лир. Понятно?
Будете курить? Ну, конечно. Значит, 300 миллионов, которые потом превратились в 600, правильно? Да, правильно. Прошу прощения. А почему вы все время отказывались от его предложений? Я повышала каждый раз цену, чтобы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. А может быть, потому что влюбилась в другого мужчину. Он, к сожалению, женат, и я ни на что не могу претендовать. Хотите узнать его имя? Нет. Довольно тех мук, которые он испытывает. Так зачем продлевать эти муки? Ирис, это ведь в ваших руках. Извините, я не понимаю. В моих руках. Я бы сделала все, что угодно, чтобы вытащить его из тюрьмы, пока не поздно. Какой тюрьмы? Вы что, не меня любите? Нет. Я люблю Энрико Пателларо, телевизионного комментатора, который терпит муки ада в тюремной больнице, по вашей милости. У меня солнечный удар, извините, пожалуйста. Извините, мне не по себе. Я освежусь немного. Может быть, врача позвать? Нет, уже все в порядке. Вы не поможете вытащить Энрико из тюрьмы? Прошу прощения за минутную слабость. Только Паризи может помочь вашему другу. А чем же? Один он знает всю правду о той взятке. Ему стоит подписать признание, и невинные люди выйдут на свободу. Однако он исчез. Я знаю, где он находится. Он в Испании. У меня есть номер его телефона. Я не сомневался, что только вы могли знать об этом. Естественно. И поэтому я приехал к вам в Марокко. Если он в своем любовном бреду дошел до того, что предложил вам чек на 600 миллионов только за одну ночь, то он, конечно, пойдет на любой риск, чтобы добраться до вас. И в таком случае он в наших руках. Я вам все объяснил? Да, конечно. Теперь я поняла, почему вы здесь. Умница. Вот его новый номер телефона. Хорошо. Попробуем? Конечно, попробуем. Окей. Алло, кто говорит? Чао, это я. Чао, любимая, как ты? Хорошо. Сколько времени тебе еще можно звонить по этому телефону? Сегодня я уезжаю отсюда, буду тебе сам звонить. Никому не доверяю. А если я захочу тебя повидать? А если я захочу тебя повидать, что мне делать? Если ты действительно хочешь повидать меня, можем встретиться даже сегодня ночью. Но где? Какая разница? Я пришлю за тобой самолет, и меньше чем через час ты будешь у меня, в настоящем любовном гнездышке. Сегодня ночью я выступаю здесь. Не могу я бросить свою. Я ведь ею дорожу. Ты прилетай сюда. Лучше дай сюда. Я жду. Это для меня рискованно. Тут много маленьких аэропортов, а никого там нет. Ну, прилетай. Ну, хорошо. У меня в тех краях есть кое-какие друзья. Если возникнут сложности, я тебе позвоню. Превосходно. До свидания. Так он прилетит? Думаю, что да. Прилетит. Вот чемодан, держи. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы заказывали номер? Да. Я Эмилио Паризи. Я заказал номер рядом с номером синьорины Дель Монте. Попрошу паспорт и распишитесь. Пожалуйста. Спасибо. Гарсон, проводи. Прошу, сеньор. Говорит Мамуян. Паризи уже у меня в отеле. Ты сказал, что это на всю жизнь. Но я знала, что когда-нибудь этому придет конец. Знала, что ты все-таки вернешься к ней. И вот этот день настал. Печальный день. День разлуки. Я была к этому готова, но все же страдаю. Не говори мне ничего. Дай забыть хоть на час. Дай побыть хоть немного с тобой, любимый.
Я ведь знаю, что это в последний раз. А потом уходи. My dreams will come true if you knew how much I need you and want you forever, dear, to hold you near. You make me sigh. Great skies will turn blue. Она действительно очаровательна. Безупречное лицо и фигура. Да, такие нравятся мужчинам. Многие были бы даже готовы пойти на любой риск, чтобы завоевать ее. Привет, Коррадо. Ты заглотнул наживку? М? Садись. Постыдись, ты воспользовался этой девочкой как приманкой? Да. Я бы приехал сюда и так, если бы ты мне сам позвонил. Мог ее не тревожить. Извини, но я тебе не верю, что ты бы сюда приехал, если бы я тебе позвонил. Я могу тебя сейчас же здесь взять под арест. И напрасно ты так спокоен. Я спокоен, потому что верю, что ты мне настоящий друг. Настоящий друг? Ты забыл нашу последнюю встречу? Я понимаю, на глазах у всех ты не мог поступать иначе. Ошибаешься, старина. Присутствие прокурора на допросе меня ничуть не сковывало. И если бы я был наедине с тобой, я бы вел себя точно так же. И все же, Аннибале, ты поступил как настоящий друг. Послал за мной карабинеров только в 4 часа утра и дал мне время уехать. Этого я не собирался делать. О. Хитрый человек. Я понимаю, о таком вслух не говоря. О, это очень вкусное блюдо. А все-таки удачно, что мы трое здесь собрались. Да, очень удачно. На, ешь сливу, предательница. И пусть ее косточка застрянет у тебя в горле. Пришлось воспользоваться ею, чтобы заманить тебя. Что делать? Я же знал. По-дружески ты ответишь на много важных вопросов. А вот после ареста будешь молчать. Ничего мне не скажешь, никого не выдашь. Ну, хватит, я ведь пока еще не за решеткой. Ты на свободе, а невиновные находятся за решеткой. Скажи правду, это поможет им? Ну что ж, говори, что интересует тебя. Во-первых, действительно ли министр получил взятку? Я ему советовал взять деньги. Не впрямую, а намекнул, что там, где режут большой торт, всегда что-то остается, и поэтому не грех взять небольшой кусочек. Он взял или не взял? Ну, конечно, нет. До смерти испугался. Главное, что он ничего не взял. А теперь поговорим о Пателларо, телекомментаторе. Ну, это вообще кретин, какого света еще не знал. Я только заговорил с ним о торте, и что не грех бы ему взять кусочек, как он зажал себе уши и убежал из комнаты. Спасибо, Коррадо. Благодаря твоему заявлению с министра будут сняты подозрения. И кроме того, ты осчастливил нашу даму, потому что Энрико Пателларо, которого она любит, теперь выйдет из тюрьмы. Я был твердо уверен, что она влюблена в тебя. Ты ошибался. Она влюблена в Энрико Пателларо. Ах, вот оно что. Теперь я все понял. Вот почему ты отказывалась. Какая хитренькая глупышка. Совершила очередную ошибку. Влюбилась в этого чистоплюя, который никогда в жизни не уйдет от своей жены. Ничего, чек со многими нулями поможет забыть о нем. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Ваше здоровье. Ну и что ты думаешь делать дальше?
Ты же теперь все узнал? Я полечу обратно домой и займусь своей работой. За оклад в 1,5 миллиона. Да. Я не понимаю. Да вот, я мог бы предложить тебе другой вариант. Работай на меня. Будешь зарабатывать сколько угодно. Нет, не соблазнишь. Ты подкупил банкиров, политиков, священников, пытался купить эту бедную девочку. Со мной не получится, так что оставь эти разговоры. Ты сперва взгляни, что я написал. Это не важно. Сейчас увидишь, какая красота. Это всего лишь аванс. 300 миллионов? Как аванс? Ты всегда начинаешь с этой цифры? Ты глупый человек. Я ведь следователь, и такой чек — это вещественное доказательство, что ты пытался подкупить меня. И вот это для тебя очень опасно. Кто вы? Комиссар полиции из Интерпола. Кто из вас сеньор Паризи? Вот он. А что? Это он. Вы арестованы. Вот какой ты предатель. Я же тебя предупреждал, что тебе не уйти. Мне действительно жаль тебя. Ты же не знаешь, кто за мной стоит. И я, дура, тоже попала в ваши сети. Уведите его. Ты совершил ошибку и очень об этом пожалеешь. Пошли. Поздравляю, комиссар, хорошо, что вы вовремя прибыли. Прошу предъявить ваш паспорт. Сейчас. Я следователь Сальвемини из Рима. Это я подписал ордер на арест Паризи. А что это у вас за чек? Попытка дать взятку, совершенная сейчас обвиняемым. Вот синьорина была при этом. Не надо ее вмешивать. Скажите, а зачем вы сидели вместе с обвиняемым в ресторане? Как же это не вмешивать ее? Если при помощи этой девушки удалось заманить сюда Коррадо Паризи и таким образом получить возможность арестовать его. Ошибаетесь. Нас предупредил по телефону директор гостиницы, что Паризи прибыл сюда. Конечно. О том, что происходит, директор гостиницы сообщил именно я. Сеньор Сальвемини, я, безусловно, одобряю все ваши действия, однако арест сеньора Паризи – это уж полностью моя заслуга. Да. Что делать? Я понимаю, что для вашей служебной карьеры подобная операция очень важна. Но имейте в виду, когда вы будете составлять служебные донесения, попрошу это сделать при мне, ибо я должен знать, в какой мере отражено мое участие в аресте сеньора Паризи. Хорошо, буду ждать вас в своем кабинете. Вот ваш паспорт. Благодарю. А где чек? Я приложу его к донесению, как вещественное доказательство попытки подкупа. Прекрасно. Я приду к вам в кабинет. Передачу Паризи итальянским властям нужно оформить, как принято по закону. Не беспокойтесь, сеньор Сальвемини. Все будет сделано, как полагается. Ладно. До свидания. До встречи, комиссар. Выходит, не вы дали распоряжение его арестовать? Да врет он. Но я приказал арестовать Паризи на рассвете, чтобы застать его врасплох. А местные власти что-то поторопились. Кто мог это предвидеть? Но мне эта маленькая невязка обошлась в 600 миллионов. Вы довольны? Вот что, дорогая моя, хотя машина правосудия едет медленно, и движение ее непредсказуемо, стоит ей сдвинуться с места, и никто уже не сможет ее остановить. Она настигнет вас в самый неожиданный момент. Вы, может быть, и правы, но вы уж извините, я заметила, что каждая встреча с вами вредит мне. Добрый день, капитан. Спасибо, что встретили. Как вы узнали, что я прилетаю? Я обязан проводить вас во дворец правосудия. Во дворец Да, правосудия? сеньор. Генеральный прокурор ждет вас в своем кабинете. Возьмите Понятно. Благодарю. И дипломат. Что вы, я сам понесу. Вы же устали? Лучше отдайте карабинеру. Что это значит? Ничего особенного. Пожалуйста. Прошу.
Согласно донесению Интерпола, вы в Марракеше проживали в отеле «Мамуян». Да. Вместе с этим проходимцем Корадо Паризи и его предполагаемой сообщницей сеньориной Ирис Дель Монте. Да, господин генеральный прокурор, все правильно. Пользуясь его сексуальной одержимостью, я устроил так, что он приехал в этот комфортабельный отель и был арестован комиссаром полиции из Интерпола. Наше грустное, но вполне объяснимое подозрение, от которого мы были бы рады избавиться, заключается в том, что вы, находясь вдали от родины и во власти воспоминаний детства, снова попытались спасти своего старого друга. Как снова? Простите, господин генеральный прокурор, но после моего приезда в Марокко Корадо Паризи был арестован. Сеньор Сальвемини, мне странно, что при вашем многолетнем опыте вы прибегли к таким жалким и недостойным уловкам. Да о чем вы говорите? В своем рапорте комиссар Интерпола доложил, что вы его ни о чем не информировали. Сведения поступили от директора гостиницы «Мамуян». Но, сеньоры, если я и действительно прибег к маленькой уловке, то мне кажется, что я из-за такого пустяка не должен лишаться вашего доверия. А по-моему, сеньор Сальвемини, доверие можно сохранить к тому только, кто удержался от соблазна. От соблазна, которому вас подвергал Париж. А я никогда не принимал его предложений. Но в конце концов поддались соблазну. Комиссар полиции в рапорте указал, что в день ареста вы ужинали вместе с обвиняемым. И во время этого дружеского ужина он вручил вам вот этот чек на 300 миллионов. Вы ошибаетесь. Синьорина Ирис Дель Монте присутствовала на этом ужине и может подтвердить, что я сразу отверг его чек. Учитывая ее прошлое и то, что она была замешана также в том деле о взятке, сеньорина Ирис Дель Монте не может выступать в роли свидетеля. Наоборот, я бы сказал, что ее присутствие на ужине – обстоятельства отягчающие. Господи, неужели можно считать бесчестным следователя с таким кристальным прошлым, как у меня? Да, вы были действительно честны, пока не встретились со своим другом Корадо Паризи. Летите на его самолете, в его роскошный дворец на Ривьере. Он делает вам подарок, рисунок Пикассо. Это просто копия, она ничего не стоит, абсолютно. Мы отдали этот рисунок на экспертизу. Ответ был, что это подлинник и что цена ему 200 миллионов. Подлинный Пикассо? 200 миллионов? Такой любитель живописи, как вы, не мог отличить копии от подлинника? А если прибавить к этому факт, что вы приказали арестовать Паризи в 4 часа утра, и этим дали ему возможность бежать? Нет, ошибаетесь. Я не принял ни одного предложения этого негодяя Паризи, и никаких я взяток не брал. А с рисунком вышло так глупо. И я был уверен, что это всего лишь дешевая копия. Разве я мог подумать, что это подлинник? Я, наверное, в этом деле проявил легкомыслие. Может быть, мне надо было спросить у экспертов. Но мне в голову не приходило, что это вовсе не копия, а подлинник. Это было, когда я получил новое назначение. Я у дочки спросил, может быть, не стоит постричься. Она сказала, не надо. И еще, купи рамку для рисунка. Рамку для рисунка. Ладно, не надо так бурно реагировать. Не горячитесь, успокойтесь, расслабьтесь. Да. Да, господин генеральный прокурор. Я тоже всегда так говорю. Не надо, не горячитесь. Я привык за все годы только к тому, чтобы вести допрос, а не отвечать на чужие вопросы. Теперь придется отвечать. Что это за цифры? Эта записка написана вашей рукой, найдена в вашем кабинете в письменном столе. Мариотти ОБШ. 263799. Мариотти 263799. Это телефон того толстяка, которого я, к несчастью своему, встретил еще до того, как он попал в качестве подследственного ко мне. Дело в другом. Нас ведь не интересует номер телефона. Подумайте, что это значит? ОБШ. ОБШ? Объединение банков Швейцарии. Объединение банков Швейцарии? В банке города Лугано был открыт счет на ваше имя сразу после того, как расследование было поручено вам.
И вскоре на счет этот поступили 3 перечисления. Долларов 200 тысяч, 200 тысяч марок и швейцарских франков 200 тысяч. Скажите, так что все это значит? Вы можете объяснить? Да, могу. Они мне сделали корзиночку. Да. Корзиночку либо огородик. Говорят, оба названия приняты у подонков. Я не имею к этому отношения. Я ничего не знаю ни об их корзиночках, ни об огородиках. Я ничего не знаю. Это всего лишь слова, сеньор Сальвемини. Прокуратура вас обвиняет в совершении тяжелейшего служебного преступления в корыстных целях. Расследование будет начато в ближайшие дни. Господа, я признаю, что мои поступки были подчас наивны, наверное, даже трудно объяснимы. Но я только стремился освободить из тюрьмы многих невинных людей. Не было у меня другой цели. Давайте, ребята. Спасибо, друзья мои. Я вам так благодарен за поддержку. Я счастлив снова быть здесь с вами. Спасибо, Перуджини. Говори, я слушаю. Через несколько секунд выходим в эфир. Понял. Я готов. Начинай. Добрый день, сеньоры. Как вам, наверное, известно из недавних сообщений, я смог вернуться сюда к вам из-за книги после того, как была доказана моя невиновность. Простите. Новости. После мучительных и унизительных допросов следователь Сальвемини потерял память. Его умственные способности настолько ослабели, что он не может защищаться от всех обвинений, которые предприниматель Паризи ему приписывает. Несмотря на это, он снял подозрения со многих невиновных. Могу назвать некоторых из них. Вашего покорного слугу, министра нашего правительства и сеньорину Ирис Дель Монте, певицу кабаре, которая стала так популярна, что телекомпания заключила с ней сногсшибательный контракт. Тем временем положение следователя Сальвемини резко ухудшается. В сообщениях о нем мнение прессы разделилось. Одни рисуют его страстным защитником справедливости, другие — человеком опасным для общества. Каждый день следователь Сальвемини приезжает в сопровождении карабинеров во дворец правосудия, где подвергается долгим и все более мучительным допросам. Здравствуйте, сеньор Сальвемини. Что вы можете сообщить о ходе следствия? Добрый день. Добрый день. Скажите, после всего, что с вами произошло, вы все еще верите в справедливость? После моего печального опыта я не уверен, стоит ли вообще отдавать столько сил борьбе за соблюдение законов. Думаю, лучше, отказавшись от наивных мечтаний, помнить, что справедливость в нашем обществе не правило, а исключение. И остается только надеяться, что хотя бы несправедливость будет одинакова для всех. Извините, сеньоры, но я под следствием, и меня уже ждут. До свидания.